Мне всплывают эти сцены. Попасная, где девятиэтажный дом, как будто наступил на него великан, и вот в двух местах просто вот с 9 по 1 этаж пустота. Это то, что запоминается. Вот это вот атмосфера войны. Я вам могу рассказать историю, когда ребята мне рассказали, я был в шоке просто. Как они находили просто ямами трупы, там, расстрелянных там женщин, изнасилованных там и так далее. Я тяжелый крестон. И просто уже не надеялся, потому что птички летают. Мне ступню оторвало. Я сам по себе толком выбраться один не смогу. Вот. Молился часа полтора. У меня была Библия, я молился, и благодаря Библии я вот это год и месяц там, я продержался на этой плену. Орудие! Вот вроде бы оно и зло война, и в то же время, так сказать, вот такое просветление огромное и великое. Господь по своей милости наш пытается зло привести к добрым последствиям. Во имя Отца, аминь, Сына, аминь, и Святого Духа, аминь. Счастье раб Божий. Крещено за 2,5 года на передовой около 20 тысяч человек. Только приняли святое крещение. Один батюшка в отряде, один священнослужитель, лично в моем понимании, заменяет 10 замполитов и еще как минимум 5 командиров. Они выбрали храм, они выбрали служение Богу. Но они едут туда для того, чтобы быть поддержкой вот этим офицерам, солдатам, нашим воинам. Мне кажется, это лучше слов работает. Священники – это духовные отцы, которые, собственно, как они являются духовными отцами в любом храме, скажем, в любом городе или весе нашего Отечества и так далее, то таким же образом они, конечно, являются и духовными отцами военнослужащих. Поэтому сила молитвы, она очень высока, а те, кто этого не понял и продолжают жить атеистами, ну, это их дело, но я думаю, что это дело времени. Около 15 человек при мне в отряде, которые были атеистами, приняли крещение. У меня даже было крещение. Я покрестил человека перед штурмом даже. В Авдеевке. У меня всегда с собой чемоданчик. Все. Давайте все, он прям бронежилет и все вот в этом. И, конечно, там все это приходится в разных обстоятельствах. Люди приходят к вере. Теперь это твоя вера, теперь ты должен молиться. И если хочешь, чтобы Господь помогал тебе, всегда проси Его помощи. Мы, в первую очередь, работаем с теми участниками военных действий, с членами их семей, которые к нам обращаются, которые приходят в гарнизонный храм или приходят в обычный храм в городе, в селе и говорят о своей скорби, то ли люди, потерявшие своего родственника на войне, то ли сами военнослужащие, пришедшие, скажем, раненые. Сложно, конечно, охватить, наверное, все огромное количество военнослужащих.
Но те, которые к нам обращаются, мы ими занимаемся. Многие, да, вот в храме какой-то ощущают благодать, особую благодать, какое-то особое посещение. И бывает иногда и слезы вот просто появляются даже не потому, что он себя жалеет, нет, а просто благодать посетила, и, конечно, вот коснулось сердца. И вот смотришь, он действительно вот и слезы на глазах. Если говорить о военных священниках, мужское сердце какое должно быть. Ведь священник, который совершает службу, понимая, что пацаны сейчас идут на штурм, осознавая, что кто-то из них сейчас уже через 30 минут его не будет, представьте, вот это все, что накапливается у него в сердце, да? Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, во веки веков. Аминь. Отче наш, еси на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя. Яко на небесе и на земле хлеб наш насущный дашь нам вместе, остави нам долги наши, как же мы оставляем должником нашим. Отец Петр у нас где только не проводил службу, да, вот там даже и храмов не было, где делали какую-то комнату, молебен, он там и подземные храмы делает. Господи Боже наш, Петрою, блудница, слезами грехи оставим, Матаря, познавши свое прошение и оправдание. Почему мы строим вот эти храмы подземные? Можно было и на улице все это провести, правильно? А для того, чтобы создать такую особую атмосферу для бойца, когда он сюда заходит, он сразу меняется в лице. У него сразу идет прилив духовных сил, и он понимает, что это храм. Это храм освящен в честь великомученика Георгия Победоносца. Вот. Выезжаем прямо на фронт, где надобно провести литургию божественную, отслужить молебен, причастить. То есть вот как-то утешить наших бойцов. Именно, чтобы они поучаствовали на службе. Здесь как раз все для этого есть. Есть такой вот маленький иконостасик, где икона Спасителя, Богородица, Георгий Победоносец. Слава Богу, что у нас есть такие храмы, которые вот едут по фронту, ездят, где это нужно, где солдаты не могут приехать, к примеру, в ближайший храм или к священнику, мы едем туда сами. Это мой боевой товарищ, который со мной всегда. Мы на этой машинке проехали все места труднодоступные. 2014 года. Служит «Вера и правда», старенькая уже, но и потихонечку, слава Богу. Бьется в тесной печурке огонь, на поленях смола, как слеза, и поет мне в землянке гармонь про улыбку твою и глаза. И поет мне в землянке гармонь про улыбку твою и глаза. Очень тяжело согреться, дроны летят, и ребята реально блиндажными свечами греются. Песни военных лет, Великой Отечественной войны, особенно актуальные ребятам, ну, как бы они слушают это все. Как-то так. Привет, мои хорошие. Я вам привет. Снова с Азовского моря передаю. Тут не море спокойное, как зеркало. Вообще такая красота. Сейчас покажу. Вообще. Всех вас обнимаю. Пока. Отец Александр погиб, на мой взгляд, за право
возрождение русской армии в той мере, которую уготовил для нее Бог. Отец Александр был человеком, который излучал любовь ко всем. Это нечастое качество. С отцом Александром я был знаком, служили вместе несколько лет. Я вам хотел бы сказать о том дне, который запомнился мне на всю оставшуюся жизнь. Это самый последний день, когда я общался с отцом Александром. Перед командировкой, как оказалось, в последний его в жизни, накануне он исповедовался. И как-то с грустью сказал, что не хочет ехать. Видимо, что-то предчувствовал и говорит, что я, возможно, погибну. Знаете, когда каждый раз я проезжаю мимо военного кладбища нашего в Выбутах, там, где и похоронен мой муж тоже, да, сначала это острая боль, она всегда вот по одному твоему человеку, который умер, да, и который теперь в земле лежит, и ты остаешься один. А сейчас это немножко иначе выражается, сейчас это более глобально, и я понимаю, что за каждым крестом в могиле лежит человек, который был маленький, такой же маленький, как мои дети, который рос. Потом он учился, он встретил, а может, кто-то и не успел встретить, свою жену. Они родили детей или не успели родить детей. И вот это все, вот эта человеческая жизнь, вот этот космос весь оборвался. Да, я знаю, что там все герои. И мой муж тоже. Но я бы не отпустила. И мы, конечно, после исповеди обнялись. Я не знаю, то ли интуиция, то ли каким-то духовным чувством я почувствовал, что как будто бы я прощаюсь с ним навсегда, словно я провожаю его в последний путь. Небо отражается идеально. И я один на целом побережье. Я запомнил отца Александра в первую очередь, конечно, смелым священником. Это ярко отличает военное духовенство сегодня. Военнослужащие мне рассказывали, как они любили с отцом Александром играть в шахматы. И это вот, находясь в зоне боевых действий. После смерти отца Александра прислали его вещи, с которыми он был там, в зоне СВО. И нашлись какие-то интересные моменты там, которые я сохранила. В том числе этот блокнот, можно сказать, такой дневничок, где он по дням записывал кратенько, что происходило у него. И записи в этом блокноте обрываются 4 ноября. Это как раз день, когда он с отцом Михаилом уехал за ленточку. Военная жизнь отца Александра началась с отца Михаила. И рядом с отцом Михаилом она и закончилась. Мне кажется, что-то в этом такое есть особое. Отец Михаил для моего мужа был старшим товарищем, наверное, лучше так сказать. Он его привел в священничество в армии, в прыжки, смотивировал его именно отец Михаил. Сказал, надо прыгать, отец Александр. Иди и прыгай. Вот так все понеслось. Бойцы, те, кто совершали прыжки с парашютом, отец Александр вместе с ними это делал, благословлял и шел вместе с ними, прыгал. Это характеризует его как личность.
Он прыгнул 295 прыжков. Он был самым первым священником, кто десантировался на Северном полюсе. Да. Вот здесь зимние снимки с военными. Я приезжал к отцу Михаилу Васильеву, когда он курировал, так сказать, ВДВ. Он мне показал храм Сергия Радонежского, который он отреставрировал, великолепно отреставрировал. Конечно, его очень почитают десантники, почитают наши священнослужители. Был человек неординарный. Он у нас был батюшка ВДВ. Я знаком с ним с самого первого его дня, когда он пришел в воздушно-десантные войска священником. Вообще воздушно-десантные войска – это специфический род войск. Мы все практически знаем друг друга с лейтенантов. И мы постоянно служим вместе, постоянно в боевых действиях. И поэтому попасть в коллектив, завоевать авторитет и у офицеров, и у солдат, это нужно, наверное, действительно обладать какими-то определенными качествами. Вот отец Михаил такими качествами обладал. Отец Михаил прожил богатую жизнь. Он многое успел сделать. Но все его деяния, которые были связаны постоянно с некими опасностями, были действительно одновременно посвящены и церкви, и родине своей. И вот это сочетание любви к родине и к церкви ведь является идеалом. И он этот идеал воплотил в своей жизни и остался верен этому идеалу даже до смерти. Отец Михаил меня спрашивал, говорит, ты как, готова быть женой священника? Вот, потому что, говорит, ну, там будет сложно, денег не будет. Ну, в общем, я буду все время на работе. Я, с одной стороны, еще тоже, наверное, молодая была. Вот я не очень понимала, так сказать, меру ответственности, как это все будет. Ну, просто вот мы очень так любили Бога, любили церковь. Поэтому я, конечно, согласилась сразу. Когда его руку положили, так вот сложилось, что он стал общаться с десантниками и стал восстанавливать храм в Сокольниках, десантный. И поэтому у него стали тесные контакты с десантниками. Он пришел к нам и, знаете, сразу подкупил, во-первых, своей эрудицией. Второе – это бесстрашие, уважение было к нему величайшее. И все, и даже те, кто другой веры были, и все они с ним, потому что, да, вот он умел с ними так подбодрить, так сказать, в нужное время, нужные вещи. И главное, он с ними просто жил вместе. Если это окоп, то в окопе. Если это десантирование с парашютом, он с ними вместе десантирует. Если это передвижение на технике, он с ними. Он всегда считал, что надо быть там, где его паства. Если паства на войне, значит, ты должен на войне. Если паства, так сказать, куда-то летит, прыгает, десантируется, и ты должен точно так же вот это делать. У него основная борьба – это борьба за души этих ребят и за души офицеров. Просто надо так жить, чтобы в любой момент было не стыдно предстать перед Богом. И отец Михаил, на самом деле, он мечтал умереть именно на войне, принеся какую-то пользу именно на войне. Это у него такая, в общем, мечта была. Поэтому Господь его мечту исполнил, скажем так. И поэтому, я спокойно. Понял? Хорошо, да, понял. Пойдет шторм, и когда будешь идти... Они как дети маленькие. Вот они подбегают к тебе, потому что они шторма, они понимают, что смерть, она дышит в затылок. И наша земная. Я никак побороть страх, как, батюшка, побороть страх? А я говорю,
Страх побороть можно молитвой. Через молитву и через веру. Страшно, как не страшно? Ну, по-любому ты отнимаешь жизнь человека. Но страшно. И страшно, что ты стреляешь, страшно, что в тебя стреляют. Это одинаково, в принципе. Там ребята, понимаете, офицеры, там порой ребята плачут. Они плачут, потому что все это давит. Поэтому там больше, знаете, вот мне ближе, вот когда ты исповедуешь ребят, там вот прям человек выворачивает себя наизнанку, а там, кто воюет, поверьте, там есть в чем поисповедаться. Страх был всегда, у всех. Это, самое вот именно внушает тех, кто вера. Кто верит, кто знает, за что он борется, тот и как бы выживает. Вот первое мое ощущение, когда оказался уже под обстрелом, это незнакомые звуки резкие. Я слышал выход снаряда артиллерии. Я слышал, как летит, свистит этот снаряд. Я слышал, как он приземляется рядом. И вот ощущение того, что ты не знаешь, вот сотни осколков, которые летят, твой это осколок или нет. Группа зашла сегодня утром. Одна зашла, другая вышла. Я всегда благодарю Бога за то, что они все вернулись. Потому что для меня, как для командира, любой заход на позиции – это тревога. Тревога, я не нахожу себе места, я не знаю, что делать, лишь бы не слышать или не услышать, что у них пошли потери. Это очень тяжело дается. Я как-то своим бойцам сказал, я говорю, дорогие мои братцы, вы самые лучшие люди, которых я встретил в этой жизни. Мне 48 лет, это вы самые лучшие люди. Мы, как христиане, хотим, чтобы Бог коснулся этих воинов, и в тот момент, когда у них будет эта встреча, чтобы это не было неожиданностью, чтобы это была, радость. Кто, кроме священника, может сегодня рассказать, объяснить человеку его состояние, идущего на смерть? Психотерапевт не может это объяснить. А у нас сегодня уже 1000 священников прошли через линию боевого соприкосновения. И они объясняют, дают мотивацию войны, почему должны воевать, с кем воюем мы и так далее. Лично для меня, это катастрофа в славянском мире. Это катастрофа, которую удалось создать, которую удалось реализовать спецслужбам, западным спецслужбам. Я в этом уверен. Церковь никогда не была за военные действия, за войну. И единственное, что мы все прекрасно понимаем, почему так тяжело, но все-таки нужно было президенту, верховному главнокомандующему сказать эту фразу, что мы включаемся в военные действия, мы должны освободить жителей Донбасса. Церковь всегда благословляла защищать свою родину. И если мы не будем защищаться, то они нас закатают просто в асфальт. Вообще, когда я принял отряд, и мой был первый выход, согласно боевого распоряжения на позиции, я дал команду в случае стрелковых боев бить по ногам. Бить по ногам, но оказывать помощь как своему брату. При этом оказывать помощь как своему брату. Надо молиться. Молиться за врагов, молиться за ненавидящих нас. Да, но опять же, это мы не имеем права не защищать свою родину. Мы не имеем права. Мы должны это делать. То, что они делают, это на самом деле свято. Ведь уже все знают, что мы ведем борьбу не просто там с людьми, да,
то есть за этим какие-то темные силы стоят. И люди, вот те, которые совершают вот эти злодеяния, это вот слуги. То есть это дьявол во плоти на самом деле. Зло нужно останавливать, потому что его по-прежнему очень много в этом мире, даже уже не говоря про войны. Вы знаете, бойцы вот они разные, конечно, и в основном беспокоит такая больная тема, как заповедь «Не убий». Вот. «Не убий» — это общая фраза, а убийством уничтожения врага не считалось. Один снаряд, огонь! Равным образом, как существует заповедь «Не убий», так, безусловно, существует все то, что должно останавливать зло. Еще начиная с ветхозаветных времен. Ну а скажем, как можно заповедь применять «Не убий», когда убивают твоего близкого? Твоего близкого. Убийство здесь не воспринимается таким путем, что и церковь даже благословляет на это. Да, надо исповедоваться, но в самом законе Божьем, да, в заповедях «не убей», не это имеется в виду. Не убей на войне, не это. И, безусловно, мы знаем слова апостола Павла, относящиеся, скажем, к руководителям государства, что начальник имеет меч, и он должен применять его при необходимости. Яко исчезает дым, да исчезнет злут. Христос воскресе из мертвых смерти, смерть поправ, и сущий во гробе живот даровав. Когда идет война, боевые действия, люди умирают. И, так батюшки говорят, что на войну идут люди, вообще-то умирать. То есть защищать Родину — это значит умирать. Вот. А смерть, как вот считают христиане, это переход в иную жизнь, переход в жизнь к Богу. Я уверен в том, что чувство любви, оно живет везде, в любых условиях, в любом уголке, где бы ни оказался человек. Там, где может оказаться человек, значит, там есть Бог. Понимаете, в районе боевых действий там любой человек начинает задумываться о Боге. Меняет война, она меняет мировоззрение, она меняет понятия жизненные. Бог на войне, сейчас я вам скажу, где он. Он везде. Но вот лично мой опыт говорит об этом, что Бог везде, и сейчас, и завтра, и послезавтра. Всегда. Бог всегда с нами. Потому что без Бога мы не выиграем эту войну. Без веры в Него. Это единственное, что нами движет. Я не стесняюсь, я говорю, я вот там группу несколько раз выводил, те ребята, которые за мной шли, я просто бежал и в голос кричал: «Господи, помилуй». Как-то легче становится. Перед тем, как когда обменяли меня, я был на колонии 41-й. Я тоже так вот утром, я молился. У меня была Библия, я молился, и благодаря Библии я и месяц я продержался на этой плену. И как раз за дня 4, я не помню, где за 3 утром, где-то без 15-6 утра, вот так вот прямо я сплю, над кроватью такой мужчина стоит, говорит: что ты спишь, вставай, иди молись Богу. Ты домой едешь. Вспомнил я про Бога, и молитву «Отче наш» я выучил. Там я знал, что молитвы по-любому надо. Просто каждый раз, когда засыпаешь даже не на боевом задании. Каждую ночь
молился. Иконка была, пояс в церкви брали. Остался один в окопе. Часа полтора я молился. Мне ступню оторвало. Я сам по себе, я толком выбраться один не смогу. Вот. Молился часа полтора, стоял с автоматом. И забежал командир нашей группы. Лицо обожженное у него. С глазом не видит. Я его так рад был видеть. Я так ни одному человеку, наверное, в жизни рад не был, как его. Просто на войне кого-то живого встретить после того, как вас разбомбили всех. Вот мы с ним потом вместе убирались. Конечно, есть Бог на войне. Он и в душах тех, которые идут на смерть или идут, чтобы победить. Он, конечно, в сознании, в душах, молитвах священнослужителей, военных священников. И он, конечно, в тех великих таинствах, которые сегодня преподают наши священники нашим военнослужащим. Есть Бог на войне. Есть Бог на войне. Без него никуда. Есть. Если бы его, наверное, не было, так же, как ангелов-хранителей, которые здесь с нами присутствуют, и многих как бы они спасают. Нет Бога там, где злоба, где ненависть. Интересно то, что они, понимаете, они не озлобленные ребята. Вот прошли такое, да, испытание, а сердце у них доброе, сохранилось. Это вот такой христианский подход, понимаете. Вы знаете, Бог у каждого человека в сердце тот, кто его пускает в себе в сердце. Потому что на самом деле вот сколько таких чудесных моментов бывает, и все вот они говорят, что то есть это чудо Божие. Пуля снайпера останавливается в деревянном крестике нательном военнослужащего. Причем, так сказать, пробивает пуля снайпера, как вот специалисты говорят, там 700 метров, пробивает рельсу. Представляете себе? Это разве не чудо? Кто-то из бойцов мне рассказывает, батюшка, вот в день причастия дрон летел на меня, FPV, вот, но не долетая до меня, он вдруг упал и не разорвался. Не потому, что рэп был, там вообще просто лес, и ничего не было такого, ничто не предвещало. Вот. И множество таких моментов, когда бойцы видят, чувствуют на себе вот, помощь свыше. Вы знаете, вот общаясь с бойцами, да, вот из госпиталя, который приезжает, и удивляешься, вот, и все как один, вот, в один голос говорят, что это чудо, что я остался жив. И говорят, что если меня Бог оставил, значит, не просто так, но для чего-то я нужен еще, значит, я что-то должен хорошее сделать. Уникальный случай, когда боец, который один выжил из подразделения и по светлячкам вышел на позиции своих бойцов через заминированные поля, а вот он пошел, а светлячки, вот как раз вот они ему указывали дорогу. Он от одного к другому вышел на наши позиции. Это не история, это случай, который произошел лично со мной. Мы слышали в эфир, мы понимали, что противник стремится овладеть левым флангом. А я упал на колени, снимаю шлем. Мне казалось, что это я не голосом говорил. Мне казалось, может быть, это душа говорила. Я не знаю сейчас. Это вот, я говорю, Пресвятая Троица, Матерь Божья, помоги нам. Назад мы не отойдем, помоги нам. И я вот только потянулся, чтобы одеть шлем на себя обратно. Я не мог повернуть голову направо, но я лично видел боковым взглядом, как земля встала примерно вот такой вот ширины. Земля сползала в чернозем и выстраивался вверх. Вот примерно точно до 4-5 этажа я вот так вот снизу вверх пытался разглядеть. Она не просто земля встала, это просто росла стена из земли. Ровная стена росла вверх. Я не знаю, какой она высоты достигла.
Но я слышал в эфире от наблюдателей, что они кричали в эфир: не поймем, по-моему, противник отступает. Да он не отступает, они бегут. Что случилось там у них? Они что-то испугались. И вот этот момент, она вот так хоп, и вот так обратно ушла. То есть ни пыли, ни звука, ничего не было. Но я это видел. Они бежали назад. Вот эти все чудеса, они уже воспринимаются как одной сплошной линии, которую ты понимаешь, что Господь, вот Он значительно ближе, чем может показаться нам. Вот что происходит сегодня на передовой. Люди становятся, может быть, из равнодушных или малорелигиозных, и даже порой из атеистов становятся глубоко религиозными людьми. Вот наблюдая за всем этим, и порой это ощущая на себе. Мы защищаем свои святыни, мы защищаем свою историю, мы защищаем право на свой культурный код, который был передан нам нашими предками. Поэтому эта война, она священна. Ну, любая война в защиту своих земель, своих людей, своего народа, она всегда священная. Святость именно в этом, что Бог же, как говорит, что нет выше той любви, да, кто положит душу свою за други свои, за родину, за родных своих, за отечество. Вот поэтому, конечно, вот в этом она святость. А надо любить свое отечество и смотреть в том числе, так сказать, на нашу огромную историю, которая испещрена примерами Сергия Радонежского, благословляющего Дмитрия Донского, и двух монахов, так сказать, на битву Пересвета и Ослябе, так сказать, и великого князя Даниила Московского, Александра Невского и других. Бог попустил, это страшное вот такое событие. Ну, как бы попустил для чего-то. Господь попускает такие искушения серьезные, чтобы явилась вера, чтобы любовь еще ярче воссияла, потому что на темном фоне свет еще ярче виден. Сегодня у нас Великая Пятница, братья. Сегодня Господь был распят. В преддверии Пасхи Христовой Господь отдал свою жизнь за весь род человеческий. Вы сегодня, идя на передовую русского мира и защищая свое Отечество, тоже уподобляетесь Христу. То есть вы готовы сегодня отдать свою жизнь за други своя. Поэтому Христос любит воинов, которые сражаются за истину и за правду Христову. Вообще, если говорить о победе, то победа, она, конечно, или вернее, так сказать, о войне, она должна здесь продолжаться в тылу. Бесконечно, со всяким злом, с нечистью, с предательством, борьба за патриотизм, борьба за правильное воспитание детей, за многодетность, за уменьшение разводов, уменьшение абортов и много другое. Победа – это когда наш народ поймет, кто он и зачем он живет на этом белом свете. Когда народ вспомнит о том, что он есть русский православный народ, о своей бытности, вспомнит о том, что есть Христос, и Христос – наша жизнь. Христос – это Бог. Это такой союзник, которого нет ни у кого. Знаете, я вам так скажу, что, находясь здесь столько времени, даже не знаю, что будет победой. Победой будет это, когда будет мир. Это когда друг другу руки пожмем, и все вернутся домой живые и здоровые. Вот, тогда будет победа. Примирение – это мир, это братство. И я очень надеюсь, что та часть военнослужащих Украины, которые сейчас даже, может быть, находятся вот на
каких-то передовых позициях, а в глубине души, где они общаются с Богом, в очень удаленных, потаенных уголках своей души, они будут ждать того момента, когда мы воссоединимся. И вместе в одном окопе будем противостоять тому злу, которое их и спровоцировало, пообещав им очень много. И обманув, в конце концов. Вот это будет мир. Мы сражаемся за Родину, а наша Родина православная. И поэтому за православие, за тишину в мире, ну, чтобы мы мирно жили. Победа — это необходимо в наше время. С Божьей помощью. Да, потому что постоянно невидимый враг воюет с добром и с человеком. А поле битвы — это сердце человека. Нагорная проповедь. Это же совершенно революционная вещь. Нигде вы такого не услышите. То, что есть в христианстве. Любите врагов ваших, благословляйте ненавидящих вас. Это логика не человеческая. Это логика божественная. Все-таки мы все равно, как сказать, хотим их простить и любить. Ну, то есть, как бы, ну вот у меня, например, ну, нету такой, ну, как сказать, злобы, агрессии или какого-то осуждения, что вот они убили. Расслабляться рано, потому что даже если будет победа реально здесь, нас в покое никогда не оставят. Никогда. Ну и, конечно, победа — это постоянное преображение, постоянная работа, огромная работа, продолжение этой работы. То, что мы начали с начала СВО, здесь, внутри, в тылу, на территории России. Преображение всего народа и возможность изжить все наши пороки, болячки, зло, которое существует. Мы должны выполнить свое предназначение свыше. Мы должны вернуться к пониманию того, что мы соль земли. Соль, которая предотвращает гниение всего организма. Не будет соли, сгниет все. Я не стесняюсь. Если доживу до победы, как только, а я уверен, вечные огни такие же будут нашим бойцам, как и нашим дедам и прадедам. Вот я подойду к вечному огню, вот встану на колени и буду плакать, не стесняясь своих слез. Я к тебе подойду, за собой позову, будем вместе встречать мы рассвет. Если очи горят, если губы дрожат, значит ты мне не сможешь ответить слово «нет». За это слово, чтоб я только не дам, я для тебя на все пойду. Поставлю лестницу волшебную на небо, зажгу счастливую звезду.